Вы когда-нибудь задумывались, могли ли древние цивилизации обладать знаниями, которые превосходят наши самые смелые современные технологические достижения? По всему земному шару разбросаны таинственные руины, точность обработки которых заставляет ведущих инженеров современности просто разводить руками от изумления. Некоторые из этих мегалитических объектов выглядят настолько совершенными, что кажется, их строили с помощью лазеров или передовой акустической энергии. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие, чтобы изучить 6 древних сооружений, которые по праву считаются невероятными архитектурными чудесами будущего. От загадочных блоков Пума-Пунку до невероятных храмов Индии эти места хранят секреты, которые официальная наука до сих пор не может объяснить. Приготовьтесь к глубокому погружению в самые охраняемые тайны прошлого, которые могут навсегда изменить ваше текущее представление о развитии человечества. Эти структуры не просто старые, они выглядят так, будто их чертежи были присланы нам из другой, гораздо более продвинутой реальности. Нашим первым пунктом назначения станут загадочные руины Пума-Пунку, расположенные высоко в Андах на территории современной Боливии. Это место бросает вызов всему, что мы знаем о технологических возможностях древних людей, живших тысячи лет назад. Самое поразительное здесь — это массивные блоки из андезита и диорита, которые обработаны с невероятной, почти машинной точностью. Знаменитые образные блоки выглядят так, будто они были отлиты в формах или вырезаны на современном станке с ЧПУ. Каждый угол составляет ровно 90 градусов, а поверхности настолько гладкие, что напоминают отшлифованное стекло или современный полимер. Археологи находят здесь идеально прямые линии и отверстия, которые невозможно было бы сделать простыми медными или каменными инструментами. Эти блоки напоминают гигантский конструктор Лего, предназначенный для сборки сложной модульной структуры колоссальных масштабов. Андезит — это чрезвычайно твердый камень, для обработки которого сегодня требуются инструменты с алмазным напылением и компьютерное управление. Каким образом древние строители достигли такой точности без использования электричества, лазеров или хотя бы стальных инструментов, теории варьируются от использования продвинутых систем литья камня до древних акустических технологий, позволявших резать гранит звуковыми волнами. Официальная история утверждает, что это дело рук индейцев Тиуанака, но архитектурный стиль Пума-Пунку не имеет аналогов в их культуре. Это место выглядит как заброшенный завод будущего, оставленный кем-то, кто обладал знаниями, далеко выходящими за рамки того времени. Нашим следующим объектом является величественный храм Кайласа, высеченный прямо в скале в индийском комплексе Эллора. Это архитектурное чудо не строилось из отдельных блоков, оно было целиком вырезано из одной гигантской монолитной горы. Строители начали работу сверху вниз, удаляя более 400 тонн твердого базальта с невероятной скоростью и точностью. Представьте себе объем работы. Это равносильно тому, чтобы вырезать современный небоскреб из цельного куска камня вручную. Каждая деталь, от огромных слонов до сложнейших барельефов, была спланирована заранее, так как ошибки исправить было невозможно. Современные инженеры утверждают, что даже с нашими технологиями повторить такой проект сегодня было бы крайне сложно и дорого. Как древние мастера смогли создать такую сложную дренажную систему и вентиляционные шахты внутри монолитной каменной структуры? Ученые до сих пор спорят о том, какие инструменты использовались для удаления такого огромного количества породы за короткий срок. Существует гипотеза, что для работы применялись неизвестные нам технологии плавления камня или древние, высокочастотные звуковые инструменты. Глядя на симметрию и масштаб храма Кайласа, трудно поверить, что он был создан более 1000 лет назад обычными зубилами. Это сооружение выглядит как трехмерная печать в камне, созданная цивилизацией, обладавшей глубоким пониманием геометрии и геологии. Храм Кайласа остается вечным памятником утраченным технологиям, которые мы только начинаем осознавать в нашем технологическом веке. Далее мы отправимся в Китай, чтобы увидеть невероятное подземное чудо, известное как таинственные пещеры Лунью. Открытые случайно в 1992 году, эти 24 рукотворные пещеры были высечены в твердом песчанике.
Стены и потолки покрыты равномерными параллельными бороздами, напоминающими следы от работы мощной современной техники. Каждая линия идеально выровнена под углом 60 градусов, создавая удивительный визуальный узор по всей поверхности. Ученые поражены тем, что в исторических записях нет ни одного упоминания о строительстве этого масштабного объекта. По оценкам экспертов, для создания этого лабиринта было извлечено почти 1 миллион кубических метров породы. Самая большая загадка заключается в том, что поблизости не было найдено никаких следов извлеченного камня. Структурная целостность пещер безупречна, несмотря на то, что они находились под землей более 2000 лет. Огромный масштаб и индустриальная эстетика предполагают уровень инженерии, который кажется невозможным для того древнего времени. Могли ли эти пещеры служить высокотехнологичным подземным объектом или хранилищем для какой-то неизвестной нам цели? Лунью остается глубокой тайной, напоминая скорее футуристический правительственный бункер, чем обычное древнее жилище или храм. Нашим четвертым пунктом станет древний мексиканский город Теотиуакан, известный как город богов. Глядя на его планировку с высоты птичьего полета, трудно не заметить поразительное сходство с современной компьютерной материнской платой. Широкие проспекты и расположение пирамид образуют сложную геометрическую сеть, которая кажется слишком точной для случайности. Самой большой технической загадкой Теотиуакана является наличие слоев слюды, спрятанных под каменными полами пирамид. Слюда – это минерал, который сегодня используется в электронике и авиакосмической промышленности в термояр в качестве изолятора. Зачем древним строителям понадобилось использовать этот дорогостоящий изолятор в таких огромных количествах? Месторождение этой слюды находится за 1000 километров в Бразилии, что делает логистику доставки невероятно сложной. Ученые до сих пор не могут объяснить, как город такого масштаба был спроектирован без использования геодезических приборов. Ацтеки, нашедшие город уже покинутым, верили, что это место было построено великанами или самими богами. Теотиуакан выглядит не просто как город, а как гигантское энергетическое устройство, функции которого нам еще предстоит понять. Это инженерное чудо прошлого продолжает хранить секреты, указывающие на существование утраченной высокотехнологичной цивилизации. Теперь мы переносимся в Ливан, чтобы исследовать загадочный Баальбек и его невероятные мегалитические платформы. Здесь находятся одни из самых тяжелых и массивных камней, когда-либо обработанных человеческими руками в истории. Основание храма Юпитера покоится на 3 гигантских блоках, известных во всем мире как трилитон. Каждый из этих колоссальных камней весит около 800 тонн, что сопоставимо с весом нескольких современных авиалайнеров. Они были подняты на высоту 7 метров и подогнаны друг к другу с абсолютной точностью. Даже современные краны с трудом могли бы справиться с такой задачей на такой пересеченной местности. Еще более поразительным является камень беременной женщины, который все еще лежит в карьере неподалеку. Его вес оценивается почти в 1000 тонн, и он кажется частью какого-то недостроенного футуристического проекта. Поверхности этих камней настолько ровные, что они напоминают детали гигантского механизма, созданного неведомой силой. Как древние люди могли перемещать такие грузы без использования мощных двигателей или гидравлических систем? Баальбек выглядит как древний космодром или технологическая платформа, построенная задолго до появления нашей цивилизации. Эти руины заставляют нас переосмыслить все, что мы знаем о технических возможностях наших далеких предков. Наконец, мы подошли к самому известному и загадочному объекту на планете Великой пирамиде Гизы в Египте. Это не просто гора камней, а сложнейшая инженерная конструкция, математическая точность которой поражает воображение. Пирамида ориентирована на истинный север с погрешностью всего в 3,6 градуса, что невероятно для древности. Внутренняя структура пирамиды с ее узкими шахтами и камерами напоминает внутренности гигантского технического устройства или двигателя. Многие исследователи полагают, что это сооружение когда-то функционировало как древняя беспроводная электростанция. В камере царя были найдены следы химических веществ, которые могли использоваться для производства водорода.
Использование гранита и известняка создает идеальную акустическую резонансную камеру для преобразования земных вибраций в энергию. Гранит богат кристаллами кварца, который обладает пьезоэлектрическими свойствами, необходимыми для генерации электрического тока. Отсутствие иероглифов и каких-либо останков внутри Великой пирамиды лишь подтверждает теорию ее технологического назначения. Это сооружение выглядит как проект цивилизации типа 1, обладавший полным контролем над планетарной энергией. Великая пирамида – это вечный вызов нашей современной науки и напоминание о забытом – величии человечества. 6 этих невероятных объектов показывают нам, что история человечества может быть гораздо сложнее, чем пишут в учебниках. Мы видим следы технологий, которые кажутся футуристичными даже для нашего современного цифрового века. Возможно, наши предки не были примитивными людьми, а обладали знаниями, которые мы только начинаем открывать заново. Тайны Пума, Пунку, Баальбека и Гизы заставляют нас задаться вопросом, кем мы были на самом деле тысячи лет назад. Наше прошлое скрывает ответы на вопросы о нашем будущем, и эти камни продолжают ждать своего часа. Какая из этих структур поразила вас больше всего своим инопланетным или футуристическим видом? Поделитесь своим мнением и смелыми теориями в комментариях ниже. Нам очень важно ваше видение. Если вам понравилось это путешествие в глубины древних тайн, не забудьте подписаться на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых открытиях и неразгаданных загадках нашей Вселенной. Спасибо за просмотр и помните, истина часто скрыта там, где мы боимся ее искать.